Один килограмм муки. Добрая щепоть соли. Сколько пойдет воды, я пока что не знаю. Но у меня здесь литр, я вам остаток скажу. И вы будете знать, сколько воды пошло в ту муку, которая была у меня сегодня, для того, чтобы замесить тесто на лагман. На самом деле мука каждый раз бывает разная, и одна мука берет больше воды, другая меньше воды. И лучше бы вы обратили внимание на то, как замешивать тесто на лагман. Обратите внимание, я как бы перетираю муку, и из нее получаются вот такие хлопья. Воду будем добавлять постепенно, понемногу. Всю воду сразу лить не надо. Зачем я снова решил готовить лагман? Показывал уже 2-3 раза. Мне надоели люди, которые знают единственно верные рецепты. Которые говорят: лагман только, плов только, уха только. Кулинария – это наука разнообразия. А лагман блюдо, на удивление, разнообразный. Начнем с того, что его готовят и в Китае. Его готовят во всех наших республиках Средней Азии, в Казахстане. Дунгане считают его своим национальным блюдом. И правильно делают. Уйгуры считают его национальным блюдом. Киргизы, узбеки, таджики, казахи. Мы все имеем право считать лагман нашим национальным блюдом, какой бы национальности вы ни были. Потому что... Ну что такое лагман? Это лапша. Это длинная лапша, к которой готовятся какие-то соусы, поджарки, подливы, да? Ну, может даже в виде густого супа на зажарке. И такие лагманы тоже бывают. Состав продуктов, которые пойдут в зажарку, может быть любым. Здесь могут быть баклажаны, могут быть перцы, может быть сельдерей, может быть вот редька какая-то, дайкон. Знаете, я видел в советское время еще наши повара брали жесткие толстые основания капустных листьев и готовили из них тоже. Понимаете, все то, что можно слегка обжарить, затем немного потушить, и то, что после этого будет вкусно. Вот и мясо тоже. Можно взять баранину, можно взять говядину, можно взять курятину. Я готовил лагман с печенью. Боже мой, как же это вкусно было. Вот обычная печенка и лагман. Казалось бы, немыслимое сочетание, но это вкусно. Кажется, воды более чем достаточно. Теперь необходимо, чтобы ни муки, ни следов теста на тазике не осталось. Для этого на тесто необходимо обрушиваться всем весом. 2 руками. Либо еще лучше одной рукой. Тесто должно получиться изрядно тугим. И после этого лагман будет вкусным. Постарайтесь придать тесту квадратную форму, прямоугольную форму. Уберите его в пакетом. Тесто должно отдыхать примерно час. За это время я успею замесить еще одно тесто. Совсем не такой, как готовят для традиционного лагмана, но не менее вкусное. Я не понимаю. Вот итальянцы тоже готовят какую-то лапшу, какие-то изделия из теста, точно так же с овощами, с мясом, что Бог пошлет. Почему их пастой нельзя назвать лагманом? Я уверен, что какой-нибудь наш соотечественник, путешественник, окажись он в средние века в Италии, он бы сказал, что я там ел лагман. Поэтому сейчас я хочу приготовить тесто на лапшу. Не буду называть это лагманом. Но дальнейшая судьба этой лапши будет абсолютно лагманная. Я отбираю 5 желтков. Здесь у меня 300 грамм особой муки. Эта мука называется дурум. По-русски еще до революции ее называли крупчатка. Но сейчас ее еще вполне можно найти и купить. Был бы интернет. Так почему именно крупчатка, а не наша обычная мука?
высшего сорта, первого сорта. Вот итальянцы тоже, надо сказать, очень не дураки, вкусно поесть. Считают, что именно из такой муки получается самая лучшая лапша, макароны и даже равиоли. Что-то вроде наших пельменей и вареников. Поэтому я с такой мукой готовлю иногда даже манты. Манты получаются исключительно интересные, очень вкусные. Небольшая щепотка соли и замешиваем. Кстати говоря, вот сюда пошло 850 граммов муки и около 400 миллилитров воды. Сюда 300 грамм муки крупчатки дурум и 5 желтков. Возможно, придется долить немного воды. Посмотрим. Точно такой же принцип. Явный недостаток влаги в начале, чтобы получилась очень мелкая крошка, прямо крупа какая-то, понимаете? Вот по такому принципу готовят кускус, по такому принципу в Татарстане готовят умач. Люди на разных концах планеты, имея одинаковые продукты в наличии, приходят к одним и тем же решениям. Ну и теперь совсем по чуть-чуть воду. И вот от этого теста из муки дурум в самом начале не ждите, что оно будет выглядеть как тесто. Оно выглядит как крошащееся нечто. 300 грамм муки, 5 желтков, 50 грамм воды. И вот это все надо точно так же убрать в целлофановый пакет и оставить, чтобы полежало, и вы увидите, какие поразительные преобразования происходят с этим тестом. Ну а теперь нам осталось нарезать мясо, лук, зеленый болгарский перец, красный сладкий болгарский перец, остренький перец зеленый, остренький перец красный, немного помидоров. Это капуста кальраби. Она точно такая же по вкусу, как обычная белокочанная капуста, вот там, возле кочерышки. Сельдерей, баклажаны нарезать и пересыпать крахмалом. Ну вот еще у меня дайкон попался. Одним словом, берите те овощи, которые вам попадутся под руку, и у вас будет лагман. Начиная от морковки, картошки, ну, не знаю, вот со свеклой получится или нет. Однако вы знаете, как нарезать овощи, и мы это сделаем за то время, пока вы посмотрите рекламу. Я по профессии не повар. Я автор кулинарных книг. И это моя 11-я книга, самая новая из типографии. Давайте сначала рассмотрим обложку. Название «Земля, душа и еда татар» вполне отображают содержание книги. Обычно ведь на обложке полагается изображать, ну, я не знаю, какую-то еду. А здесь ни одного блюда. Но зато здесь есть целых 2 QR-кода. Наводим камеру смартфона на QR-код, и открывается замечательный татарский танец. И не просто танец, а демонстрация самых главных, знаковых татарских блюд. Сметливым людям сразу должно быть понятно, что и все рецепты в этой книге тоже имеют QR-код. И в конце концов начинаем рассказ о татарском народе. Женщина, которой 83 года, из них 70 лет она готовит одно и то же, только катык. Знаете, что такое катык? Вот прочитаете книгу, узнаете. Здесь есть блюда, которые уже начали забываться в татарском народе. Благосостояние народа выросло, и поэтому люди перестали готовить некоторые, ну, как бы очень простые блюда. Но, тем не менее, они очень вкусные. И забывать их нельзя ни в коем случае, потому что это достояние татарского народа. Ну, а тем временем мы готовили чахчак. Ну, чахчак – это настолько знаковое блюдо, что чахчак пришлось готовить дважды. Потому что в Татарстане все готовят чахчак по-разному. И рассказываем о чахчаке, который дома приготовить, например, невозможно. Но это то, что следует привезти из Татарстана. Потому что, прочитав эту книгу, вы рано или поздно захотите посетить Татарстан. И у вас возникнут вопросы, а что привезти из Татарстана? В книге об этом рассказано. Если уж что-то непонятно, у вас всегда есть QR-код.
Конечно, рецепты, книга, вообще говоря, должна прежде всего вдохновлять людей. Вдохновлять на приготовление этих блюд. Для этого требуются вот такие фотографии. Каждую ниточку скатерти, каждую крошку сахара видно на наших фотографиях. Полюбите, какая фотография. Аппетитно? Захотелось? В книге более 70 рецептов. Очень много рассказов о специалитетах. Мы ездили по всему Татарстану со съемочной группой, с киносъемочной группой. Снимали что-то там, что-то снимали вот здесь. Ко мне приезжали вот сюда, вот прям сюда ко мне приезжала, значит, там знаменитая татарская кулинар, которую зовут Резида Хусаинова. К нам приходили профессионалы, к нам приходили любители. Мы ездили по районам, бывали в селах, бывали в домах у сельских жителей Татарстана, которые готовили для нас вот эти замечательные блюда. В Татарстане очень многое готовят в печах. Точно так же, как вот в русской кухне. Абсолютно уверен, что эта книга понравится любому человеку, кому ее подарят. Эта книга станет украшением вашей домашней коллекции кулинарных книг. Она огромная по размерам, здесь 440 страниц. Бумагу мы выбрали самую лучшую, которую только возможно было вообще приобрести. Поторопитесь с заказами, дорогие друзья. Скоро новогодние праздники, да и дни рождения не кончаются. Да и вот подарок просто хорошему, дорогому человеку, такая книга, мне кажется, это хорошая идея. Успехов и приятного вам аппетита. Все готово, все нарезано, и тесто отстоялось, стало мягким и податливым. Но, тем не менее, с этим тестом еще довольно много работы. Растяните его, сделайте пласт теста, возможно, более ровным. И нарежьте его на одинаковые жгуты. Жгуты сразу укладывайте в целлофановый пакетик, чтобы они ни в коем случае не пересохли. Жгутам по возможности надо придать округлую форму. Ну и насколько можете, настолько и вытяните их. Только имейте в виду, что никакое тесто за один раз лапшу не вытянешь. Тесту надо дать отдохнуть. И делается это особым образом. Понадобится кисточка, хорошее растительное масло. Чем вкуснее растительное масло, тем вкуснее и лагман получится. Понимаете, что в этом тесте? Соль, мука, вода. Все, ничего больше. Но вот это масло, которым мы будем смазывать жгуты, которым мы будем смазывать блюда, на котором эти жгуты будут вылеживаться, отдыхать, ждать следующего этапа. Это масло, в конце концов, впитается в тесто. И вкус теста напрямую зависит от вкуса масла. И сверху тоже тесто немедленно надо смазать маслом. Вот так пускай стоит и пропитывается. Когда-то тесто укрывали влажными тряпочками, ну а теперь есть целлофан. И целлофан, разумеется, удобнее. Если не тянется, все, не тяните. Как получилось, так и получилось на первый раз. Ничего страшного. Тесто сейчас по свойствам, ну, чем-то напоминает резину. Его растягиваешь, а оно обратно. А вот так полежит смазанное маслом и уже примет эту длинненькую и, соответственно, тонкую форму. Пока вытягиваю тесто, хотел бы сказать, что, ну, в принципе, лагман – это такое блюдо очень недорогое. Здесь не надо много мяса. Здесь овощи, которые, ну, в Средней Азии у всех на грядке растут. Вот тесто. С тестом поработали, с маслом поработали. И получается очень много
очень сытно и очень вкусно. Еще раз хочу уделить внимание разговорам про то, что настоящий лагман должен быть. Настоящий лагман должен быть. Все, на этом точка. Должна быть хорошая вкусная лапша. Должно быть какое-то вот это мясо овощное рагу, поджарка. Бывает ведь лагман, который почти что без воды готовится, там, так сказать, жареный лагман, да? Бывает лагман, который больше похож на суп. В Узбекистане лагман готовят не спеша. Там могут положить и морковь, могут положить и картошечку, и получается в результате очень вкусно. Уйгуры готовят на китайский манер очень быстро, на сильном огне, обжаривают подбрасыванием в воке. Но и узбекский лагман, и уйгурский лагман, как по мне, так оба они очень вкусные. И даже вот тот, ну давайте не буду говорить это, лагман, не лагман, вот эта лапша на яйцах, которую я сейчас даже и растягивать не буду. Я ее раскатаю при помощи вот этой вот машинки. Да? И кто-то будет говорить, что все, это невкусно, настоящий лагман должен быть только тянутый. У меня есть настоящий лагман, тянутый. А это будет раскатанный и разрезанный. Откройте книги по национальной кухне, хоть по узбекской, хоть по какой. И обязательно там найдете название. Тянутый лагман и резанный лагман. Вот этот лагман у меня будет резанный. Чем он отличается от этого лагмана? Здесь вкус тесту придает растительное масло, а вкус этому тесту придают яичные желтки. Вы попробуйте растительное масло, ложечку возьмите, и желток возьмите. Что вам вкуснее? Вот и тесто то же самое. Разговоры про руки, про энергетику. Вот руки, мол, где придают вкус. Вы что, руки не моете перед тем, как раскатывать тесто? А? Вот тщательное вымешивание и тщательное раскатывание. А сейчас посмотрите, что я делаю. Я складываю тесто вдвое и прокатываю еще несколько раз. Это как бы домешиваю тесто. Понимаете меня? Вы понимаете, да, что здесь можно раскатать тесто насколько угодно тонко. Но надо ли это? Я считаю, что не надо. Все-таки в лагмане, даже если это нарезанный лагман, тесто должно иметь определенную приятную толщину. Тесто в улитках простояло уже около часа, наверное, смазанное маслом. И можно приступить к следующему этапу. Полная кастрюля воды. В воду горсть соли. Так надо, чтобы лапша получилась вкусной. Вода должна закипеть довольно бурно. Это надо иметь в виду. Ну и поехали. Видите, как тоненько растягивается лапша? Просто от движения рук. Раз и вытягивается. И складываете ее вот так вот. Слишком сильно вытягивать не надо. Даже если она здесь толстая, она просто в этом месте у вас возьмет, да и порвется. А вот этого допускать не надо. Оставьте один конец снаружи. Следующая ниточка лапши. Пишите в комментарии, у меня так не получится. У вас получится точно так же. Если вы будете все делать точно так же. Давайте отдыхать тесту, смазывать тесто обильно маслом и не тянуть слишком сильно. Вот насколько вытянулось, настолько и вытянулось. Потому что все равно это тесто предстоит еще раз вытягивать. Но уже очень интересным способом. Сбегутся дети, сбегутся соседи, родные. Будут говорить, какой он мастер, какой он мастер. Просто посмотрите внимательно.
Теперь концы этих вот 3 ниточек лагмана зажмите между средним и указательным пальцем одной руки и аккуратненько наматываете лагман вокруг ладони. Могу сказать, что нити у меня получились, может быть, даже слишком длинные. Ударяйте их об стол и разводите руки в сторону. И лагман вытягивается еще и еще. Теперь вам понадобятся китайские палочки. Этими самыми китайскими палочками опускаем лагман, не даем ему слипнуться, размешиваем его в воде. Вариться лагман будет совсем недолго, а мы пока другую ниточку еще вытянем. Переваривать лагман нельзя. Точно так же, как итальянцы считают большим грехом переваренную лапшу, спагетти, точно так же и лагман не надо переваривать. Вот он покипел пару минут, и этого достаточно. Более того, я его сейчас опускаю в холодную воду. Потому что если я выложу его сюда на блюдо, он горячий, он продолжит сам себя варить, и он переварится. А вот так все нормально. Остыл лагман. Перед подачей, если необходимо, мы его еще раз подогреем. А пока что это просто заготовка. Палочка. И поехали в кастрюлю вариться. Вода постоянно должна кипеть очень бурно. И знаете, есть еще один секрет. В кафе, столовках лагман варят в одной и той же воде целый день. Первый лагман бывает не такой вкусный. А последний лагман, который сварили в воде, в которой уже до этого очень много варили лагмана, получается самым лучшим, самым вкусным. Окунули, остудили, дали стечь воды, и пусть лежит, дожидается. Ну и точно так же повторяем со вторым блюдом, с лагманом. Я тоже не делаю лагман каждый день, даже раз в неделю не делаю. Раз в неделю я готовлю плов. А вот те ребята, которые делают это каждый день, для которых это просто кусок хлеба, и они, может быть, там 50 раз за день растягивают лагман, конечно, у них это все получается гораздо быстрее и аккуратнее, чем у меня. Но поверьте, наш лагман будет ничуть не менее вкусным, чем у так называемых профессионалов, тех, кто работает в кафе, в ресторанах, готовят лагман. Вообще, лагман, могу вам сказать, что это, конечно, блюдо не ресторанное. Нет, это блюдо для харчевни. Потому что оно в любой момент готово. Вот такие заготовки, то есть наполовину отваренная лапша, наполовину отваренный лагман, стоят в этих кафешках. А как только приходят клиенты, им остается только очень быстро пожарить мясо с овощами на большом огне. Это жарится за 2-3 минуты буквально. И все, вот тебе порция лагмана готова. Деньги давай. Сколько минут надо варить лагман? Ну вот он всплыл. Точно так же, как пельмени всплывают, точно так же, как галушки всплывают, точно так же, как, не знаю, любая вот куриную лапшу вы варите, да, там вот тоненькая лапша. Всплыла, все, более-менее тесто готово. Тем более, что при подогреве, перед подачей, мы его еще раз опустим в кипяток обязательно. А как же? Холодный лагман вкусным быть не может. Знаете, сколько это порций? Могу вам сказать, что здесь хватит на 5.
Да, добавь немного овощей, буквально там по 100 грамм мяса на человека, и наедятся, будут очень довольны. Однако у нас есть еще одна лапша на куриных желтках. Кто хотел ручную работу? Вот она, ручная работа. Лапша абсолютно ручной работы. Как только нарезали, сразу растребушите лапшу, чтобы не остались такие клеенные доски, знаете. Можно дать подсохнуть лапше, а можно начинать варить сразу. Все зависит от вашего аппетита. Варим примерно так же, как и лапшу, тянутую руками. Ну, буквально вот 2-3 минуты, пока не всплыла. Всплыла, покипела пару минут, ну, может быть, 2 минуты побывала в кипятке, и это вполне достаточно. Не забывайте, что мы потом эту лапшу еще и разогревать будем. Слушайте, ну, я понимаю, тянутая, да, вот это вот традиционная, да, вот она. Но ведь эта лапша даже выглядит красиво, очень аппетитно. Не может быть, чтобы она была менее вкусная, чем вот эта тянутая, традиционная. Хотите традиционную, делайте так. Хотите красивую, вкусную, делайте вот так. Сегодня я буду готовить сразу несколько разновидностей лагмана, и первый из них будет с баклажанами. Баклажаны порезали и пересыпали крахмалом. Теперь вот довольно много раскаленного масла. Видите, масло было раскалено прямо до дымка. Жариться такие баклажаны будут, ну, буквально тут сколько? 2-3 минуты. Не беспокойтесь, я не заставлю пить это оставшееся масло. Более того, это масло я солью полностью, для того, чтобы на нем можно было приготовить когда-нибудь еще какие-то другие блюда. Ну, не знаю, там чебуреки, мясо в кляре пожарить. Вот для такого это масло годится, можно использовать несколько раз. Так сказать, фритюрное масло. Баклажанчики пока что откладываем в сторонку. Теперь в этот самый вок, не в казан. Вот можно, конечно, подумать, что все эти продукты раз в один большой казан. У меня больших казанов вот сколько хочешь. Вкусно не будет. Наоборот, будет месиво. Надо жарить эти продукты понемногу, тем более, что все здесь будет готовиться очень быстро. Для того, чтобы ароматизировать это масло, я опускаю немного перца хуадзе. Как только перец начнет трещать, а масло слегка дымится, все, убираем этот перец. Перец надо убрать, потому что в неразмолотом виде, если он попадет в рот, но он довольно колючий, прямо скажем. Вот бадьян, пару звездочек можно оставить здесь. И теперь сразу мясо. Треть мяса. Видали, какая температура? Слышите, да, как шипит, как шкварчит? Ну, пусть мясо поджарится, станет румяным, потому что нам необходимо получить такой хороший, уверенный вкус. Следом за мясо немного лука, ну, примерно полголовки, томатная паста, да, вот столько, наверное, пол-ложечки, вполне достаточно. И еще я хочу добавить корейскую соевую пасту. Я знаю, что многие скажут, ну так не добавляют, так не готовят. Я готовлю так. И это очень вкусно. И я советую вам, обязательно попробуйте приготовить вместе с корейской соевой пастой. Я видел, как готовят эти профессионалы. Они покупают, знаете, сухой бульон ведрами. Для ресторанов продают вот такими ведрами по 25 килограмм. И сыпят его для вкуса. Я так не делаю никогда, потому что у меня всегда есть хороший, нормальный бульон. Вот у меня здесь куриный бульон. Но сейчас, несмотря на то, что я сюда добавил уже томатную пасту, немного болгарского перца. Теперь сюда что-то для характера. Ну вот немного чеснока, немного острого перца. Здесь у меня зеленый и красный перемешанный. Вот так.
Сюда же немножко соевого соуса. Знаете, соевый соус бывает продают темный, бывает продают светлый, так и написано прямо у них на этих вот, на бутылочках. Чем они отличаются? Да они отличаются ровно тем, что светлый более соленый, и в нем самой сои чуть меньше, и он менее сладкий. А этот вот густой, и он, видите, какой цвет он придает всему. Бульон. Думаю, что 3 половничка более чем, да, потому что здесь у нас готовится одновременно 2 порции. Все. И баклажаны. И баклажаны. Не забыть что? Посолить. Готово. И уверяю вас, что это очень вкусно. Здесь у меня кальраби, здесь сельдерей, здесь дайкон. Можно было приготовить еще 3 разновидности лагмана, но давайте остановимся на 2. Достаточно. Точно так же разогреваем масло, обжариваем в масле перец хуадзе. Вот настаиваю на этом. Знаете, это придает лагману потом какой-то такой незабываемый вкус. Перец очень интересно ароматизирует масло. Конечно, сюда надо взять хорошее масло, нельзя сюда брать масло абы какое. И вот подождите, пусть масло согреется вместе с перцем, пусть запенится. Достаточно. Убираем. Буквально полминуты тратим на то, чтобы ароматизировать масло, и получаем принципиально другое блюдо. Знаете, качество вообще еды, качество любой работы зависит от мелочей. Когда мелочей накапливается довольно много, все получается уже совсем по-другому. Сюда, в эту обжарку, я положу помидоры, поэтому томатную пасту класть не буду. А вот соевую пасту, о которой мы уже с вами поругались, да, ее положу обязательно. Вкуснее станет, вкус плотнее. Поверьте, пожалуйста, что у меня нет никакой задачи сделать вашу еду менее вкусной. Наоборот. И эта соевая паста, конечно же, продается. Самое главное, чтобы интернет не отключили, и вы найдете, где купить корейскую соевую пасту. Вот и все. Посолю прямо мясо. Все, поехали дальше. Лук, капуста кальраби. Очень вкусная. Очень вкусная. Если кочерышку у мамы просили, вот еще вкуснее. Немного сельдерея. Немного болгарского перца. Примерно половину помидоров. Что-то для характера, да? Обязательно. А как же? Перчик. Чеснок и заливай бульон. Пусть все вместе поварится и потушится, буквально 5 минут. Капуста должна свариться. И эта подлива готова. Пусть стоит, дожидается своей лапши. Ну а сейчас я хочу приготовить лагман, который некоторые любят больше вот такого жидкого. Это будет так называемый жареный лагман. Немного свежего масла. Даем ему немного разогреться до первого светлого дымка. И вот что у меня здесь такое. Это замороженная стручковая фасоль. Ну сейчас не сезон, нету свежей. Пошел в магазин, купил замороженную. Если кто-нибудь в готовом лагмане скажет, ну что же это ты приготовил из замороженной фасоли, я такому человеку руку пожму. И пусть он ест такой лагман только в мае и в июне, когда бывает свежая зеленая фасоль. Потому что в остальное время года ее не бывает, бывает замороженная. Масло разогрелось, можно начинать жарить мясо. Прямо следом томатную пасту. Обязательно прожаривайте томатную пасту хорошо, не оставляйте ее сырой. Вот это
во многих кафе, столовых наших восточных, там, узбекских, уйгурских, не знаю каких, прям беда бедой. Вот этот вот сырой томат, уф, какая изжога от него бывает. А когда пожарится, ничего, вкусно. И смотрите, как красиво. Теперь все остальное, прямо все подряд. Что у нас осталось? Вот лук, этот дайкон, его и сырым можно есть. Чего его сильно жарить? Помидоры и подавно. Сельдерей, жалкие остатки чеснока и острого перца. Осталось только посолить, добавить немного соевого соуса, добавить кунжутное масло. Знаете, такой особый китайский, азиатский вкус придает кунжутное масло любым блюдам, приготовленным в воке. Соевый соус испаряется и появляется вот этот вот непередаваемый восточный запах. Немного бульона, чтобы не горело, да и чего бульону пропадать. И буквально вот 2 порции лапши, та, которая у нас уже была отварена. Мы ее не будем подогревать, она у нас подогреется прямо вот здесь вместе с овощами. Ну, скажите, правда это похоже на то, что заказывают обычно в коробочках, приносят, да? В суши, вок, вот эти все. Только если вы приготовите это сами, из хороших продуктов, вложите знания, которые я вам сегодня постарался передать. Ну и немного души, как говорится. Да еще накроете на 5 минут, куда вам торопиться? Это они там в этих столовках торопятся. У них один клиент, второй клиент, все звонят, все ругаются. А вам торопиться некуда. У вас все получится еще лучше. Еще лучше, чем у меня, и еще лучше, чем у них. Опа, болгарский перец забыл добавить. Ничего, добавим, перемешаем. Подогрелся, и ладно. И это будет просто очень-очень вкусно. Крышечкой накройте. У нас здесь сегодня 5 человек, вот и 5 косушек будет. И разновидностей лагмана у нас, в принципе, тоже 5. Потому что какую-то можно сделать с такой лапшой, вот, с традиционной. Кому-то можно сделать с лапшой вот такой, нетрадиционной, но при этом очень-очень вкусной. А этот холодный лагман можно и до завтра сохранить. Наш соус с зажарочкой тоже сегодня вся не израсходуется. Точно так же, вот лапшу опускаем в воду, доводим до кипения, все, она горячая. Ну а соусы осталось только принести с плиты. Теперь уже готовую лапшу, разумеется, ни в какую холодную воду не опускаем, а сразу раскладываем по косам. Ох, это огромная геройская порция. Что сюда поверх, какой соус? А давайте вот это с баклажанами. Ох, и повезло же кому-то сегодня. Следующая коса с сельдереем. Это тоже очень вкусно. Хотя, говорю, можно готовить с чем угодно, с теми продуктами, которые у вас есть. Можно готовить даже с картошкой. В Узбекистане так и готовили, и это было очень и очень вкусно. Итак, вот зажаренный лагман. Эти 3 порции стянутым, а эти 2 срезанным лагманом, который готовился на одних только яичных желтках. Проверим, что будет вкуснее. Ты кусь, я кусь, так и поделимся друг с другом. Ох. Знаете, обычно к лагману во всех этих кафешках, столовках подается такая паста из перца и чеснока, которая называется лайджан. Но буквально на днях я показывал, как приготовить такую пасту, такую приправу еще вкуснее, чем тот лайджан. Здесь намного больше ингредиентов, и это готовится все намного аккуратнее. Получается просто прелесть. Знаете, не всем, вот мне кажется, вот сюда и вот сюда, вот этим довольно бледненьким лагманом, чего-то острого не помешает.
Ну а теперь, дорогие друзья, я очень тороплюсь. Я очень тороплюсь сказать вам приятного аппетита, потому что нам это все как можно скорее надо скушать.